В жизни каждого человека происходят так называемые случайности. Но насколько они случайны? Не существует ли во Вселенной некие силы, энергии, способные формировать эти случайности, выстраивать их в логическую цепь для достижения определенной цели? Такие вопросы возникли у исследователей и членов нашей съемочной группы после знакомства с целой серией случайностей, произошедших с одним человеком. В данном фильме мы постарались восстановить последовательность этих событий. Все их участники – не вымышленные персонажи. Места действия не изменены. Итак, давайте попробуем оценить произошедшее вместе. В конце мая 1999 года Владимир Мегре рейсом самолета «Трансавиа» прибыл на Кипр. Он не входил в состав никакой туристической группы, не имел на Кипре знакомых, не мог общаться ни на одном распространенном на Кипре иностранном языке. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, οντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σε ρεγιανίσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο. Принимающая сторона, фирма «Лептос», поселила туриста-одиночку из России на втором этаже небольшого отеля в одноместном номере. Из лоджии номера открывался вид на большой бассейн, вокруг которого отдыхали, веселились туристы, в основном из Германии и Англии. Российская фирма, отправившая Владимира Мегре, сообщила менеджеру фирмы «Лептос» о том, что Мегре – российский писатель. Однако для крупной туристической компании Кипра, какой является фирма «Лептос», привыкшей принимать знаменитости с мировым именем, эта информация ровным счетом ничего не значила. Для них Мегре был обыкновенным туристом. Однако уже на второй день пребывания ему было предложено главным менеджером компании, курирующим российский туристический рынок, показать город и поселки, построенные их фирмой. В поездках принимал участие русскоязычный переводчик фирмы. Я ознакомлю вас, уважаемые коллеги, с интервью с русскоязычным переводчиком фирмы «Лептос» Мариной Павловой. Мегре отличался от многих русских туристов, приезжающих на Кипр, своей бескомпромиссностью, граничащей с бестактностью. Я сопровождала менеджера фирмы «Лептос» Никоса и Мегре, переводила их беседы. В них Мегре высказывал желание уединенно поселиться в тихом месте, чтобы спокойно закончить книгу. Еще были весьма странные просьбы. Непонятно, в шутку или всерьез, он хотел, чтобы в ресторанах Пафоса подавали настоящую, как в Сибири, рыбу, а не какую-то плотву. Чтобы кедры росли, и люди острова понимали русскую речь. А еще
А еще он хотел встретиться с внучкой богини Афродиты. Однажды произошла встреча Мегре с главой фирмы «Лептос». Почему она состоялась, мне непонятно. Глава этой фирмы никогда с туристами не встречался. Его даже не все работники фирмы в лицо знают. Я присутствовал на встрече в качестве переводчика, и Никос тоже присутствовал. Тогда достаточно серьезно Мегре сказал, что фирме надо изменить планировку участков строящихся поселков. У каждого должно быть не менее гектара земли, на которых люди могли бы высаживать деревья и ухаживать за ними. Тогда преобразится весь остров. Если так не сделают, то остров в ближайшее время станет непривлекательным для приезжающих, и фирма «Лептос» не будет иметь коммерческих перспектив. Глава фирмы промолчал и с некоторым опломбом стал рассказывать о легендарных достопримечательностях острова и о самой главной из них – купальне богини Афродиты. В конце он предложил Мегре выразить свою просьбу по улучшению комфортности его пребывания. Глава фирмы «Лептос» мог бы удовлетворить просьбы многих западных миллионеров, но то, что сказал ему Мегре, было неожиданным, похожим на издевательство или шутку. Мегре без улыбки произнес: «Мне необходимо встретиться с внучкой богини Афродиты». Я постаралась перевести эту фразу как шутку, но никто не засмеялся. От неожиданности все некоторое время молчали. Так получилось, что информация о странностях туриста из России дошла до работников отеля, в котором проживал Мегре, и они стали над ним посмеиваться. Никос в беседе со мной сказал, что поведение Мегре похоже на поведение Иванушки-дурачка из русских народных сказок, и потому очевидны элементы ненормальности. Мы с Никосом каждое утро приходили в отель по служебным делам, и всякий раз Никос спрашивал с улыбкой у дежурной портье, не поселилась ли в отеле внучка богини Афродиты. Портье, посмеиваясь, отвечала, что пока еще не поселилась, но номер для нее всегда готов. Мегре, по всей видимости, ощущал на себе насмешливые взгляды служащих, когда спускался из своего номера вечером в бар или утром на завтрак. Думаю, ему было неприятно. Мне, как русскому человеку, было тоже неприятно видеть насмешки над своим соотечественником, но поделать уже ничего было нельзя. Утром последнего дня пребывания Мегре на Кипре мы с Никосом заехали в отель. Никос хотел проститься с Мегре. Он, как всегда, сразу подошел к портье со своей ставшей традиционной шуткой, но портье ответила Никосу нетрадиционно. Несколько взволнованно портье сообщила Никосу, что Мегре не ночевал в своем номере и сейчас его в отеле нет. Далее портье без улыбки и намека на шутку серьезно добавила, что накануне вечером к отелю подъехала внучка богини Афродиты и забрала Мегре вместе с его вещами. Дежурному портье она сообщила на греческом языке, чтобы они не волновались. Номер использовали по своему усмотрению, так как Мегре больше не вернется в отель. Билет на обратную дорогу не бронировали, а Никосу передали, что она привезет Мегре к 10 часам утра для того, чтобы он мог проститься с ним. Ничего не понимая, мы с Никосом молча стали ждать 10 часов.
Ровно в 10 стеклянные двери отеля распахнулись. Пред нами предстали Владимир Мегре с молодой красивой девушкой. Я видела эту девушку и раньше. Это была россиянка Елена Фадеева. Она жила и работала на Кипре в качестве представителя московской туристической фирмы. Я сказала, что узнала ее, но это произошло не сразу. Елена Фадеева в это утро выглядела необыкновенно красивой. Она была в легком длинном платье, с прической и счастливым блеском в глазах. На идущую рядом с Мегре стройную молодую девушку сразу обратили внимание находящиеся в холле отеля служащие. Из разговора с ними мы с Никосом узнали, что Мегре решил остаться на Кипре еще на месяц. Когда Мегре отошел зачем-то к барной стойке, на замечание Никоса о том, что Мегре весьма привередлив и его просьбы оказались нереальными, Елена ответила, что выполнила все его желания. Поселила она Владимира на своей случайно пустующей в тот момент вилле недалеко от Пафоса на окраине деревни Пея, и там его никто не сможет побеспокоить. Обеспечила транспортом, взяв на прокат специально для него мотороллер. Речная рыба из Сибири случайно оказалась у ее знакомой Аллы. Она тоже из России, работает на Кипре. Кедры растут на горе недалеко от ее виллы, а 2 маленьких сибирских кедра Мегре привез с собой. Она поставила их в горшочках прямо у входа на виллу. Языкового барьера для Мегре существовать тоже не будет, так как во всех учреждениях, магазинах и кафе есть телефоны, а у нее всегда включен мобильный телефон. И при необходимости она может перевести все, что захочет сказать кому-то Мегре. Когда Елена и Владимир уже шли к выходу под неотрывными взглядами присутствующих, я напомнила Никосу, что он забыл спросить, каким образом Елена сможет выполнить просьбу Мегре относительно внучки богини Афродиты. Никос удивленно посмотрел на меня и ответил: если эта русская девушка не является живым воплощением богини Афродиты или ее внучки, то уж точно дух богини Афродиты присутствует в ней сейчас. Я вместе с присутствующими в холле служащими и туристами смотрела через стеклянную дверь, как 2 моих соотечественников, россиян, красивых и веселых, садились в автомобиль Елены, и душа моя словно ликовала. Я ловила себя на мысли, что искренне горжусь ими, Россией, собой. Еще несколько дней я находилась в приподнятом настроении, и сейчас мне приятно вспомнить эту историю. Уважаемые коллеги, после того, как мы ознакомились с вышеперечисленными событиями жизни Владимира Мегре в период его пребывания на Кипре, сам по себе и возник вопрос. Цепь случайностей, выполнивших сразу все ранее высказываемые требования Мегре, случайные? Или кто-то, загадочные они, о которых упоминает Анастасия, формирует эти случайности? Формирует определенные обстоятельства в реальной жизни Мегре и ведут его к определенной цели. Складывается впечатление, что сам Мегре начинает привыкать к таким случайностям, и они кажутся ему закономерностью. Именно по этой причине кажется окружающим ненормальными его просьбы. Создается впечатление, что некие неведомые силы не только реагируют на его эмоциональные выплески, но и стремятся, выполняя невероятные просьбы, обставить их выполнение обыденно, естественно, буднично, чтобы не травмировать психику самого Мегре и соприкасающихся с ним людей,
свидетелей, складывающихся в последовательную цепь случайностей. Обратите внимание, как только окружающие Мегре люди во время его пребывания в отеле были удивлены происшедшим, Мегре опять же случайно исчез из поля их зрения, переехав на виллу Елены Фадеевой. Для окружающих тем самым необычная цепь случайностей прекратилась. Но нам интересно было знать, прекратилась ли она на самом деле. И мы восстановили как можно подробнее дальнейшие события. Сделали это в том числе и с помощью рассказанного как знакомыми Елены Фадеевой, так и ей самой непосредственно. И что же? Оказалось, цепь необыкновенных случайностей не только не прекратилась, а стала более загадочной. Я приведу лишь отдельные фрагменты, оценку которым предстоит дать нам. Быть может, с помощью людей, разбирающихся как в психологии, так и в эзотерических направлениях. Итак, Владимир Мегре живет уединенно на маленькой уютной вилле Елены Фадеевой. Скорее всего, он осмысливает высказывания Анастасии о Боге, о сотворении земли и человека, о предназначении человека. Как раз эта часть книги им к тому времени была написана. Но ему самому не все понятно, и в силу своего характера, прежде чем публиковать, он хочет где-то или в чем-то найти хоть какие-то подтверждения необычным высказываниям Анастасии. Время от времени он звонит Елене и просит ее приехать к нему, куда-то свозить на машине. Девушка незамедлительно каждый раз выполняет просьбу Мегре. Выполняет даже если ей приходится оставить свои дела, вплоть до встреч приезжающих из России людей. Алло? Да? Да, я слышу тебя. Ну, что? Даже едет Мегре. Нами установлено, что помимо обычных для туристов Кипра мест, он посетил 2 церкви, в которых, можно сказать, никто из приезжающих не бывал, монастырь, не посещаемый туристами, пустующий замок в горах Тродоса. Несколько раз поднимался на горный хребет, недалеко от виллы Фадеевой. Ходил один среди растущих на нем кедров. Елена ждала его у дороги. Также нами установлено, что все поездки Мегре в церкви и монастыри носили не запланированный, а спонтанный характер. Точнее, они были в одной цепи все тех же случайностей. Вот как рассказывает Елена Фадеева о ночном посещении Владимиром Мегре церкви. Лен, скажите, пожалуйста, вот вы помните все дни пребывания Владимира Мегре? Когда вы были здесь вместе? Да, я помню все дни. Не могли бы вы нам показать те места, где вы были? Да, могла бы показать все места. Так как мы снимаем фильм, не могли бы вы вспомнить и то состояние? Свое. Я попробую. Я приехала к Владимиру примерно около 9 часов вечера, сразу же после его звонка.
Он сказал, что хочет просто покататься по городу. И мы поехали в город Пафос. В этот вечер Владимир был задумчивым и почти не разговаривал. Мы ездили примерно около часа. Когда проезжали мимо множества кафе на набережной, я предложила Владимиру поужинать. Он отказался. Сказал, что хотел бы сходить в какую-нибудь пустую церковь. Я развернула машину и почему-то на большой скорости помчалась в маленькую деревеньку. Я знала, что там есть мало кем посещаемая церковь. Мы подъехали прямо ко входу, вышли из машины. Вокруг ни души. Ночную тишину нарушал только шум моря. Мы подошли ко входной двери церкви. В темноте, ниже дверной ручки, я нащупала ключ. Повернула его и открыла дверь в храм. Владимир вошел и долго стоял в центре под куполом. Я оставалась у входа. Потом Владимир прошел в проем, что-то там зажег, в храме посветлело. Я немного постояла и вышла к машине. Через некоторое время появился Владимир, и мы уехали. Я хотела показать Владимиру отдаленную деревеньку, чтобы он посмотрел на местный быт. На горной дороге я, наверное, где-то свернула неправильно, потому что мы не попали в деревню, а машина вскоре прямо уперлась в ворота маленького монастыря. Владимир сразу же захотел войти в него и попросил меня следовать за ним, чтобы переводить, когда он будет говорить с монахами. Но я сказала, что не могу войти, потому что я была в короткой юбке и с непокрытой головой, а так нельзя ходить в храм. Я осталась у входа. Смотрела, как шел Владимир по монастырскому двору. Перед ним вдруг появился молодой монах. Он был на Кипре, и теперь я познавал его как... Мигре? Ясно. Они остановились друг перед другом и стали разговаривать. Потом подошли ко мне. Я услышала, как монах говорил с Владимиром на русском языке. Нас пригласили в просторную гостиную. Появился еще один монах. Они поили нас чаем, угощали какими-то сладостями, фруктами. Владимир все время разговаривал с монахом, иногда спорил, но я не запомнила о чем. Потом они сопровождали нас в другой, соседний монастырь. Показывали чудотворную икону, обычно закрытую для посторонних. Монахи подобострастно молились перед иконой. Когда мы вернулись в маленький монастырь, к Владимиру вышел седой старец, настоятель этого монастыря. И они долго сидели с ним на скамеечке и о чем-то разговаривали. Я с монахами стояла в отдалении от них, и мы не слышали, о чем они говорят. Потом все пошли нас провожать. У выхода из монастыря Владимир остановился, и все остановились тоже. Владимир повернулся и пошел через монастырский двор к храму. За ним никто не последовал. Мы все ждали у входа, когда он выйдет из пустого монастырского храма. Итак,
цепь случайностей продолжается. Напомню, Владимир Мегре осмысливает сказанное Анастасией о Боге. И случайно ли именно в тот момент, когда ему захотелось посетить пустой храм, рядом оказывается Елена Фадеева, знающая о таком храме? Случайно ли у двери пустого храма торчит ключ? Случайно ли Лена сбилась с дороги и привезла Мегре в малопосещаемый монастырь? Случайно ли навстречу ему выходит русскоговорящий монах? Мы имеем дело с цепью событий, жизненных ситуаций, на практике последовательно выстраиваемых якобы случайностей, но ведущих к некой определенной цели. Можно ли, после того, как мы с ними познакомились, говорить о случайности, сделанных в книгах Мегре, философских выводов? Ни в одном ли из теперь известных нам пустых храмах, где Мегре стоял один под куполом, утвердились в нем следующие слова Бога, впоследствии приведенные в 4 книге Сотворения, где на вопрос своего сына: «Где край вселенной? Что буду делать я, когда приду к нему? Когда заполню все собою, помысленное сотворю?» Бог дал ответ: «Мой сын, вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта. Частично, видимо, материя она. Когда ты к краю подойдешь всего, начало новое и продолжение твоя откроет мысль. Из ничего возникнет новое прекрасное рождение. Тебя, стремление, душу и мечту твою собой отражает. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты. Нам необходимо окончательно разобраться в следующем. Что такое случайности, происходящие с людьми? Случайные они или действительно нечто свободно ими манипулирует? И возможно попытаться вывести теорию случайности. На примере Мегре достоверно лишь то, что они происходят, и, выстраиваясь в определенную цепь, ведут к определенной цели. Весьма заманчиво было бы определить и механизмы, формирующие эти случайности. И потому мы неоднократно пытались еще и еще раз в подробностях проследить за последовательностью происходящих с Мегре случайностей. Среди множества других нас заинтересовала и так называемая случайная встреча Владимира Мегре и Елены Фадеевой. Не будем гадать, вселился ли в эту молодую девушку дух богини Афродиты, пусть подобными размышлениями занимается эзотерик. Но давайте подумаем, почему эта девушка оставляла свои дела и возила Мегре по Кипру на своей машине? Почему эта внучка богини Афродиты варила ему борщ? Почему она изменилась даже внешне, встретившись с ним? После этой встречи у Елены вдруг засверкали глаза.
от встречи со знаменитостью. Но Елена работает представителем туристической фирмы при Мосэстраде, и ей приходилось общаться со знаменитостями покруче, чем Владимир Мегре. Деньги? Но у Мегре не могло быть много денег, иначе он не поселился бы изначально в трехзвездочном отеле. Может, Елена Фадеева влюбилась в Мегре? И это подтверждает одна ее фраза, сказанная своей знакомой. На вопрос: «Ты, Лен, не влюбилась ли в этого Мегре?» Она ответила: «Не знаю. Чувство какое-то незнакомое, но если бы он захотел, я была бы счастлива родить от него сына». И так произошла еще одна невероятная случайность. 23-летняя девушка, стройная, симпатичная, самостоятельная и прагматичная, не обделенная вниманием множества мужчин, вдруг с первого взгляда влюбляется в 49-летнего мужчину. Согласитесь, такие случайности происходят весьма редко. Мы попытались проанализировать момент встречи Владимира Мегре и Елены Фадеевой. Мы беседовали с работниками кафе «Мария», на глазах которых она происходила. Восстанавливали день встречи со слов знакомых Елены и ее самой. Και τηλεφώνησα της Έλενας και ήρθε. Η Έλενα ήρθε και κάθισε στην άλλη καρέκλα εκεί και αρχίσαν και κουβεντιάζα. Παρακαλώ. Ну что, эта ситуация я тоже, естественно, помню. В итоге нами была выявлена еще одна случайность, благодаря которой Елена могла полюбить Мегре за несколько минут до того, как его увидела. Случайность, способная воздействовать одновременно как на сознание, так и на подсознание человека. Представьте себе, Елена Фадеева за рулем автомобиля едет в кафе «Мария» по курортному городу. Ей позвонила из кафе знакомая официантка и попросил, если возможно, заехать в кафе, так как за столиком у них сидит русский, и потому что не оказалось русскоговорящего официанта, нервничает. На вывеске кафе было русское имя, русские названия блюд, что обещало официанта, говорящего по-русски. Но его на месте не оказалось. Елена сначала отказывается, но вскоре в ее работе случайно образовывается короткий перерыв. Она садится за руль своего автомобиля и мчится к кафе, за столиком которого сидит какой-то русский. На ходу она пудрит обгоревший нос, наугад берет какую-то аудиокассету, вставляет ее в автомобильный магнитофон. Акустическая система заполняет салон автомобиля музыкой, и далее идет текст. Сейчас я приведу слова этого текста, а вы, уважаемые коллеги, сделайте свой вывод. Вот эти слова, прозвучавшие для Елены из динамиков ее автомобиля. За несколько минут до встречи с сидящим за столиком кафе Мегре. Так что просто не дай ему уйти. Я довольно молодой бог, и, возможно, у меня опыта нет. Но, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. Ни минутки у тебя нет, на работе перерыв, всего ничего.
Но ты напудришь нос, выйдешь на обед, и за столиком в кафе ты встретишь его. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Может, ты молчишь вдруг, посмотри в его глаза и не робей. Столько долгих лет замыкал я этот круг, это я его привел навстречу к тебе. Я привел его из тех стран, где затоптаны в песок осколки мечты. Он прошел сквозь лес, через океан, он, конечно, одинок, так же, как ты. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай. И она, или кто-то через нее, не дали ему уйти. Так что просто не дай ему уйти. И были ночные храмы и монастыри, тихая вилла на окраине и кедровый лес на горе. Был замок в Тродосе, Вишни. И шел на Кипре летом снег, похожий на сибирский. Он уехал, ведомый своими мыслями, и появилась на свет его новая книга «Сотворение». По нынешним временам огромный 300-тысячный тираж, который был раскуплен всего за 2 месяца. В книге говорится о сотворении земли и человеке, о Боге. Часть книги написана в порыве вдохновения белым стихом. Зная содержание этой книги, тяжело назвать случайными необычные посещения Владимиром Мегре храмов и монастырей.
случайно ли Елена Фадеева сбилась с дороги и привезла Мегре не в поселок, а прямо к входу в отдаленный монастырь? Или, может быть, кто-то определил иным путь ее машины? Случайно ли вспышка чувств Елены? Или, может быть, кто-то через отношения Елены охранял, помогал и заботился о Мегре, способствуя появлению книги? Вспомните слова Анастасии. Они уже выстроили цепь жизненных обстоятельств. Слова дедушки Анастасии, который на вопрос Владимира Мегре «Она что, может предсказывать будущее?», ответил: Анастасия будущее не предсказывает. Она его сама моделирует. Таким образом, столкнувшись с достоверностью существования данного явления, а именно существования неких сил, способных целенаправленно влиять на судьбу отдельного человека, возникают вопросы. Позволяют ли возможности этих сил влиять на судьбу всего человечества? Какова активность этих сил? Какова она была в прошлом? Не произошла ли именно в нашем веке их активизация? Что это за сила? Происходящее событие заставляет нас более внимательно отнестись к высказываниям Анастасии. И, может быть, в одном из них содержится ответ. Анастасия говорит: творящий сверкнул энергией какой-то новой, говорящий по-новому о том, что видим каждым днем, что видим и не замечаем. Можно в этом усомниться, но не лучше ли попытаться разобраться и, может быть, определить, возможно ли кому-нибудь на Земле завладеть этой энергией? Возможно ли научиться управлять случайностью нашей